Здорово всем! Здорово! Сегодня вы попали на довольно такое, знаете, интересное событие, все, кто знаком с моим творчеством. Сегодня мы с вами не просто собираемся или там где-то на стриме, на прямом эфире я буду рассказывать о своих планах, еще о чем-то, наверное, пора расти. Я бы с вами хотел поделиться всем тем, что я подготовил. Значит, первое – это наш travel. Я безумно сам всю жизнь хотел и мечтал побывать на Байкале. Я безумно хотел подготовить именно качественные съемки с Байкала. Фото и видео полностью, весь продакшн свыше 4 миллионов рублей. У нас теперь появился оператор. Я думаю, что вы его работы увидите в ближайшее время. Контент travel – это очень тяжелый контент. Я еду не один, за мной едет целая съемочная команда, директор, оператор, звукач. С этого года еще будет и режиссер кататься. Далее, что бы я хотел сказать по поводу заброшек. Крайне опасный контент. У нас теперь есть человек, который может запустить прямой эфир откуда угодно. Это даже не человек, это команда людей. Мы можем при интернете, где буковка «Е», сделать 720 либо Full HD качество. Никогда в прямом эфире вы не найдете каких-то склеек, где-то каких-то ляпов, звук ты захотел наложить, либо что-то еще. В прямом эфире ты знаешь все. Вот ты прям зашел и говоришь «здравствуйте» и пошел, соответственно, по заброшке. В общем, контент заброшек продолжится, и в ближайшее время мы уже знаем, куда поедем. Я понял также одну вещь. Почему, если мы куда-то едем, так как мы меняем постоянно локации, почему мы не можем на этих съемках снимать какую-то очень крутую кухню, еду, либо еще что-то вот такое вот с этим связанное. Ролики по фуд, да, контенту, по еде стали набирать очень-очень высокие показатели. Причем снятые, вот как вы видите, как это было с Бастой, непрофессионально сняты. То есть сняты просто налегке, знаете, на таком вот хорошем настроении. Принято решение, что подача будет именно такая вот, как в ресторане Басты, то есть более простая, лайтовая, в том вот именно вот формате, в котором вы привыкли видеть, то есть в развлекательном больше формате. Хочу подчеркнуть, как мы снимали и как можно снимать, что вы можете увидеть на своих экранах и что вы в ближайшую же кухню увидите, то есть на ближайших же съемках. То есть вот представьте, вот как теперь, какая у нас есть возможность для съемок. Качество картинки, конечно, там просто оно запредельное, зашкаливающее. Я думаю, многим на это будет интересно, да, посмотреть. SMP Racing у меня будет возможность поучаствовать в жизни вот этого. Гоняют на ламбах, на фериках. Я когда посмотрел, какие там тачки, вы это увидите. Есть разные прототипы. В общем-то, перед нами открылось все. Профессиональный контент, прийти к профессиональному контенту, это было бы круто. Мы с вами на ближайших стримах возьмем и поиграем на обычном руле. Далее, на эксклюзивных правах мне в студию привезут целую конструкцию. Это конструкция профессиональных гонщиков, конструкция, на которой они тренируются. За ближайший год ваш покорный слуга, ваш стример хотел бы стать даже не полу, а профессиональным гонщиком вот этой вот дисциплины. Друзья мои, когда-то, в 2000, не буду говорить, сейчас сами скажете, в каком году, я прекрасно помню даже день, когда я это сделал, я начал делать линию одежды.
Как и говорил, это не hardplay мерч, это линия одежды. Я хочу сделать доступность всех к ним. То есть человек, который себе захочет купить вещь, он реально сможет ее купить, будучи даже школьником, студентом. И эта девочка, это дизайнер, это человек, который долгое очень время занимался уже подобными вещами в других крупных фирмах. Девочка, которая знает за ткани, девочка, которая прекрасно понимает, где какое производство и как работает, будет заниматься одеждой. На днях мы разработали несколько капсул одежды. Появился человек, который приезжает и заказывает эти вещи, делает вектора, отправляет на производство, проверяет качество, приходит первый экземпляр, он опять же проверяется, потом отправляется, потом еще какая-то хрень, потом это все приходит к тебе на склад, который надо арендовать, потом со склада нужно нанять человека, который вам формирует посылки, отпаривает эти вещи и потом уже отправляет. Любой из стримеров, из блогеров в ближайшее время сможет воспользоваться услугами этой логистики и всех тех масштабов, которые у нас есть. Предложения все отправляйте на рекламную почту. Кто из блогеров и стримеров что-то хочет попробовать свое не хардплей, а именно хардстайл, вы увидите скоро на сайте hardplaystyle.ru. Уже больше, 6 лет мы с вами что-то снимаем, что-то делаем, и из простых роликов на телефон это все, я повторюсь, переросло уже в профессиональный контент. Я рад вам сказать и с сегодняшнего дня презентовать то, что у нас появляется свой продакшн. Огромный пласт оборудования, огромный пласт рук, в первую очередь, которые это оборудованием умеют пользоваться. Поэтому в ближайшее время на видеороликах вы об этом увидите и узнаете, что теперь будет вот подобная вывеска висеть, как, знаете, в начале. То есть там Hard Pro представляет. Продакшн будет настолько, я так думаю, крупным, он просто может перерасти в ближайшее время в что-то очень глобальное, потому что когда увидят качество съемок, я думаю, что обращений будет огромнейшее количество. И всем, кому будут необходимы съемки, в общем-то, могут обращаться. Соответственно, по адекватным ценам все это дело будет делаться. И самое главное, качественно и вовремя. Потому что это крайне важно для любого блогера или стримера. Это наш продакшн, если что. Будет расписание на неделю, которого я буду придерживаться. Да, это самая главная новость сегодняшнего дня. Я ждал, когда будет руль. То есть, когда я смогу об этом сказать и это презентовать. Расписание будет писаться в паблике ВКонтакте, в недельное расписание, либо в месячное расписание. Включены стримы как по VR, так и по автомото-контенту, я имею в виду на руле. Нарезки, какие-то игры, еще что-то перерастут в обзоры. Молодец. Даллас, выведи его сразу отсюда. Да, шишечка. Хорошая? Закончилась она. Спасибо. Я в ближайшее время уже начал, точнее, читать. Правда, я по метро книги начал читать. Вот. Я решил вспомнить. Но хорошие времена. ты знаешь, именно вот эта книга, да, я ее с радостью почитаю. И огромное спасибо тебе за этот наикрутейший подарок. Короче, девчонки, всем спасибо, всем удачи.